Одной из многих проблем отоларингологии является проблема храпа. Врачи уверены, это тоже болезнь. О столь распространенном и интересующем горожан недуге далее в выпуске. Храп часто приводит не только к нарушению режима сна, но и к ощущению усталости, раздражительности, а также снижению общего самочувствия и состояния здоровья. Недуг возникает в результате атонии, расслабления мышц мягкого неба и приносит дискомфорт не только пациенту, но и окружающим. Как рассказал заведующий лор-отделением клиники Моторсич Виталий Моисеев, медики часто сталкиваются с пациентами, которые говорят, что из-за своей патологии они стараются не путешествовать поездом, избегают пребывания в санатории или профилактории. Таким образом, медицинская проблема не дает человеку возможности полной социализации. В нашей клинике мы пользуемся хирургическим лечением храпа. Это радиоволновая хирургия. То есть хирургия, позволяющая без скальпеля, без ножниц провести частичное удаление части маленького язычка и мягкого неба путем методом выпаривания, когда выпаривается жидкая часть клетки и производится разрез абсолютно бескровный и безболезненный, то есть производится хорошая анестезия. Существенным плюсом проведения такой операции стало то, что пациенту не нужно ложиться в стационар. Лечение проводится амбулаторно. Иногда пациенты храпят из-за того, что плохо дышат через нос, поэтому предварительно при осмотре медики выявляют патологию, искривление носовой перегородки, хронический вазомоторный ринит, полипы в полости носа и рекомендуют первоначально провести оперативное или консервативное лечение для того, чтобы восстановить нормальное дыхание через нос. И иногда этого достаточно для того, чтобы решить проблему храпа. Если у вас есть вопросы по теме лор-заболеваний, звоните в студию прямого эфира программы «Доктор онлайн» сегодня, 24 марта в 20:00. На ваши вопросы будет отвечать заведующий лор-отделением клиники Моторсич, врач высшей категории Виталий Моисеев. Студийные номера телефона 213 91 48 и 213 01 09. Повтор программы 25 марта 9:00 и 28 марта в 15:00.